Любителям молчаливой няшки привет, остальным рэп-баттлы. Ребята, не забывайте писать комментарии и радовать лайками, а то скоро все, не будет меня, уйду за хлебом и не вернусь. Ладно, челы, это шутка. Поехали! Утро, солнце, радость, счастье, новый сезон и новый учебный год. Коми все так же в процессе поиска друзей. Тадана все так же ей помогает, а вот у Наджими, представляете, новый модный подарок, блокнот специально для записи всех уже приобретенных товарищей. К несчастью, Шизами у Сёка не густо, так от силы 13 штук набралось, что до заветной сотни уж точно не дотягивает. Благо в школу как раз и изволил прийти еще один бедолага, зовут Макото. Первые полгода тупо сидел дома, стеснялся общества. Зато сейчас подкачался, потренился, возмужал и готов смотреть на всех. Ну, в смысле, реально смотреть, так как учили справочники по общению с людьми. Спойлер, выходит, не особо чтобы очень. Окружающие-то видят хмурого, угрюмого, жестокого гопника, который к тому же нацелился на ГГшку. Жаль, спасительная стена не спасла, скала вперед прошла, перед горемычной села и уставилась прямо в глаза. Но Хита-Хита так и понял, что такой же нелюдимый, необщительный, ходячий кринж, прямо как подруга. Потому ему нужно всю школу показать, с окрестностями, кабинетами познакомить, этого лучше лайк поставить. Ну, а Макото тоже так и понял. Коми тотальный эксперт в вопросах общения, специально наводил его на мысли о необходимости зрительного контакта. У других тем временем необходимость тотальной подготовки к учебе. А то скоро Новый год, зима, а заодно и злополучные экзамены. Хочешь не хочешь, а надо готовиться. Плюс попутно можно еще несколько пару-тройку раз поспорить, кто же для Сёка самая лучшая подруга, Наканака или Ямаи. Лучше, кто бы мог подумать, оказался профессиональный победитель во всех компьютерных дисциплинах на Джиме. Оно ясно, сутки напролет тренился, плавал, рассекал океаны в мире кораблей. Что, конечно, можете делать и вы, ведь игра абсолютно бесплатная. Так что ровно за 0 рублей вы получаете как минимум отличную фотореалистичную графику, захватывающую морские сражения, кооперативные бои, ежемесячные обновления и ивенты. А как максимум одну из тянах, приплывших в мир кораблей прямиком из Azur Lane. Все они готовы взять аниме корабли под командование и, вы знаете, понимаете, развинтить на болтики, винтики, гаечки, шпунтики, фунтики, фантики весь флот противника. Вот они все 6 слева направо. Луис, Зара, Чапаев, Формидабл, Нью-Джерси и Бисмарк. Выбирайте любую, не ошибетесь. Приятная компания вместе с умелым командованием будут обеспечены на высшем уровне, чтобы все боялись, за 3 версты плавали и то и дело проверяли радары, счетчики, цифры, шифры, буквы, ожидая атаки со всех имеющихся воздушных, подводных, торпедных сторон. Но если вы все еще до сих пор не да, то самое время присоединиться к тем, кто уже вовсю демонстрирует свои скиллы и умения, расправляясь с громадинами, махинами и прочим потенциальным металлоломом. Для чего у меня как раз есть ссылка с приятными, вкусными, полезными подарками для легкого старта. Все всегда в описании, держите, пожалуйста, не стоит благодарности. Что до экзаменов, результатов не будет, горемычные скорее всего не сдали, потому что пока Коми уронила один карандаш и сломала второй, Тадана уронил еще и ручку, чтобы обратить внимание учителя, а после обнаружил отсутствие эластика и получил ударственный от подруги. Все мысли у них из мозгов повылетали, зато, ну, типа, поняли? Нет, это была такая отсылка к началу тайтла. Когда ГГшка тоже уронила эластика, ГГ его подобрала, теперь все, понимаете, повернулось на 280 градусов, поняли, да? Да. И снова ужасная погода, дождь, слякоть, ветер, штормовое предупреждение, а проще говоря, выходной. В школу можно не идти, а жаль, ведь тогда горемычная останется без ежедневной встречи с друзьями. Ну ладно, не волнуйтесь, все будет, телефон уже никто не отменял, потому-то данный позвонил и, больше скажу, поговорил с Коми. Она, что вы знали, вот так прямо напрямую сама захотела пообщаться еще о чем-нибудь, одним словом, прогресс. Другим словом, кринж, Ямай по-прежнему продолжает вожделеет Коми. Остальные подробности вам знать не обязательно, так что скип. Куда важнее, одноклассники представляли, воображали, придумывали, как было бы, если бы, как бы так случилось, что у них началась романтика с какой-нибудь из девушек класса. Ну и Хита тоже времени не терял, сука, представлял, голову об стол разбивал. Молодец. Ладно, бро, потому что молодец, ну никогда бы не отказал девушке в походе в кошачье кафе. А горемычный, то есть, да, сослался на какие-то там важные дела и предложил пригласить кого-нибудь другого. Благо рядом как раз оказалась Нене, а за компанию еще увязалась Каэде. И вот могли бы дамы весело и счастливо мешать животным спокойно жить, но так вышло, что у Коми проблемы с общением еще и с ушастыми. Благо коты на важную статичную особу внимания обратили, наблюдение учудили, а самый главный котовский кот так вообще прыгнул прямо на горемычную. Такое одобряю, а Тадана осуждаю. Он, оказывается, вообще ничем не был занят и тупо хотел, чтобы подруга поговорила с кем-то в попытке пригласить. А теперь то есть жалеет и по делам. Между тем продолжаются классические шуешные игры. На очереди признание в любви, смысл простой, прямой и самое что ни на есть бессмысленный. Нужно не взаправду рассказать другому о чувствах, а кто засмеется, смутится или сделает любую другую гримасу, кроме каменной, проиграл. ГГ, естественно, проиграл, не сказав ни слова. И правильно, а то ГГшка и так засмущалась, признание бы поди вообще разрыдалась. Ведь жанр, понимаете, романтика. Так что Коми тут как бы да, нет, да и да. И из неважного споры между Ямаей и Наканакой так и не утихают, не замолкают и вообще не планируют прекращаться. На сей раз в кои-то веке решено обратиться к Тадану, мол, вдруг он знает, ответит, рассудит, что делать, как быть. И правда, есть один вариант, в котором
котором сам он эксперт, речь про понимание мысли молчаливой горемычной. К счастью, обе шизички вообще понятия не имеют, о чем думает Сёка. К несчастью, начаевничать они все равно пошли все вместе. К еще большему несчастью, парни опять и снова ударились в мыслительную деятельность по части «А что если бы?». Там даже целая историческая драматическая эпопея с Коми в главной роли появилась, но куда важнее сама Коми, зашедшая в самый неподходящий момент и заставшая выкрики, вопли и прочий стыд. Впрочем, никто все равно никому ничего не расскажет. Поздравим. И заодно помянем бедного несчастного ГГ, над ним беда. Опять и снова нависла тень Макота. Так мало того, мускульный еще и реплику выдал вообще не по сценарию. Благо, Хита вновь трактовал случившееся на 100% верно, а Скала просто хочет совместно пообедать. А к ним потом еще и Коми присоединилась. Правда, что на самом деле ГГшка никакая не гений общения, а мышцы никакой не злодей, и оба просто слабы в коммуникации, они не узнают. Спасибо, Наджими. Пожалуйста, деньги. Ну и как не порадовать дочку, когда она хочет картошку, печеную, сладкую, парную, горячую, свежую, еще и полезную. Купила горемычная цельных 5 штук. Одну как раз можно отнести товарищу, который, что вы думали, лежит, рефлексирует, анализирует случившееся на фестивале. За наряд реально стыдно, а за непонимание собственных чувств обидно. Но главное хорошо то, что хорошо кончается. Герои встретились, Сёка таки вручила овощи, тогда она таки пригласил подругу погулять на каникулах. И срочного прямое подключение, включение звонок от Наджими. Через пару часов вся компания Шизо будет дома у Коми праздновать Рождество. Никто не ожидал, подарков нет, придется срочно идти в магазин. Хорошо, хоть спустя пару-тройку молчаливых минут уговоров, Сёсуке согласился сходить за компанию. Только вот сам он тоже в подарках не разбирается, душные людные места не одобряет, а вообще хочет поскорее уйти. Благо поиск нужных, ненужных схемов таки завершился, у сестры пустой кошелек случился, потому оплата досталась брату. Досадно, но ладно. Зато все к празднованию готово, а там и товарищи притопали, еще и с подарком в виде огромного плюшевого кота. Ведь буквально на следующий день у ГГшки день рождения. Так что можно совместить приятное, полезное, бесполезное и бесперспективное. О пользе и надобности подарка горемычная, конечно же, промолчала. Что насчет самого праздника? Ребятки, сидящие места путем жеребьевки распределили, потом поели, попили, и того лучше сыграли в какую-то чудную игру, где все тянут палочки с номерами, а тот, у кого 0, может выказывать другим числам собственные желания. Ничего важного не произошло, за исключением разве что внезапно принявший участие Коми-старший, заставивший поцеловаться случайные номера. Ну и все за неприглашение, спасибо. Пожалуйста, до свидания, внеочередной флешбэк. Значит, утром, когда еще никто не знал о готовящемся мероприятии, Хита все продолжал думать, мыслить, вспоминать случившиеся события. И внезапно как понял, как осознал, что живет 24 декабря, а 25-го день рождения Сёка. Пришлось срочным образом вызывать Наджими и готовить всех ко встрече. Соответственно, бедолаги подарок выбирали, спорили, ссорились, а в итоге сошлись на предложенном коте, который, конечно, в бюджеты вообще не входил, но если сложиться вместе, был бы еще когда. К счастью, действительно, да, Коми подарок очень понравился, просто сразу признаться друзьям, она застеснялась, засмущалась, потом это слала всем сообщение за благодарностью постфактум. Как говорится, пример берите, благодарите, в школу вовремя ходите. Тем временем, наконец-то снег, что, конечно, отличный повод слепить пару ледяных големов и даже поиграть в снежки. К сожалению, людей не хватает, к несожалению, Наджими позвал еще и младшеклассников, и Сёка отправил в команду молодых. Они, правда, слабые, покинули сражение один за одним. Как тут вдруг внезапно ни с того ни с сего на ринг вышла стоявшая, ждавшая позади горемычная. И пошла, прямо на пролом на Ямай. Да просто осталась одна только шизичка, лично подбившая своих же союзников, чтобы те не причинили ущерба ГГшке. Из важного плана поездка к бабуле, и заодно встреча с кузиной, и заодно мощнейшая карточная партия в какую-то игру. Правил не знаю, объяснять не буду. Все, что вам нужно знать, на кону максимальные ставки в размере карманных расходов, вручаемых старостью своим внучкам. Акира, печаль, беда, трагедия, заигралась и проиграла. Благо Сёка в реванше поучаствовал, представляете, случайно, не зная правил, победила мощнейшую, мудрейшую пенсию. Поздравляем. В честь такого можно даже сходить в храм на традиционную церемонию всего самого наилучшего. И кто мог подумать, у местного настоятеля как раз временная нехватка кадров, с чем как раз точно сможет справиться Коми. Спойлер, не может, то, что рядом по счастливой случайности оказалась Инока, чистое везение. Зато все закончилось благополучно, положительно и респектабельно. За такой лайк и плюс несколько друзей блокнотную копилку. Осталось всего ничего, еще 81%. Но об этом позже, а пока еще один очередной снова внеплановый, зато состоявшийся сбор бедолаг для похода в храм. Новый год уже наступил, а виделись все в последний раз аж в прошлом году. Потому следует срочно, отложив все дела, занятия проблемой, отправиться навстречу. Присутствовали все, кроме Ямая, отдыхавший на курорте, и Макото, наблюдавшего откуда-то со стороны. Так что в качестве работы над ошибками Скала решил позвать друга заняться фигурным катанием. Но кто ж знал, что мастерица коммуникации тоже придет и будет наблюдать за неуспехами нерадивого ученика. Вот именно, никто. А то, что после всех этих зимних походов Хита простудится, тем более никто даже подумать не мог. Теперь вот лежит, киснет с бесконечной температурой, головной болью и случайно неверно набранным номером. Хотел позвать на помощь Наджими, а по счастливой случайности вызвал Коми. ГГшка зато пришла оперативно, с горячим чаем, продуктами для живительной готовки и прочими самыми лучшими качествами. Ну а после того, как напоил, накормила
спать уложила. Хотела еще ей за руку взять, но вот это да, беда! Опять, как обычно, вовремя пришел на Джимми. Тварь! Простите. Из-за случившегося Коби начала думать над оправдательным письмом, а то как-то неудобно, неоднозначно получилось. Хотя на практике думать нужно Тадана, потому что в школу-то он пошел, почти выздоровел, только вот сам произошедшего днем ранее не помнит. И приходила ли ГГшка в гости, не знает. Значит, нужно отвечать непонятно, неоднозначно, неясно, двусмысленно, чтобы как бы и ссылаться на только лишь звонок и не только лишь лечение. Если коротко, на Джимми так и сказал, как сам в письме прочитал, горемычно измеряла пульс. Мне бы тоже надо. Тем временем следующий новый старый ученик зовут Сисута, по профессии нарцисс. Сам собой любуется, остальных не замечает, а в голове то и дело себе героем аниме представляет. Одним словом, сами знаете, кринж. Так он, представляете, еще и на Сёка засматривается, какие-то там знакомства планирует. К счастью, друзья, товарищи, ГГшки очередную гниль к ней не подпустят. А Имай так и вообще впервые за все время все так по делу по факту выдала. Говорит, мол, червяк не имеет никакого права, возможности и способности находиться в радиусе километра от главной героини тайтла. Да! Так его! Туда его! Да! Правильно. И на подобранный возвращенный платок не смотрите. Это так, случайность, никаких обменов номерами не будет. Коми все равно не поняла, чего ее какую-то лопату протягивают и чего от нее хотят. Зато я знаю, чего хотите вы. Правильно, анекдот. Как-то раз, услышав о знаменитом вопросе Геродота, Эмпидокл решил незамедлительно найти авиаконструктора и рассказать ему всю правду. Я, гордо заявил Эмпидокл, с гордостью заявляю, что сам я, Эмпидокл, будучи душой переселенной в мое тело, заявляю, что был раньше мужчиной и женщиной, рыбой и птицей, быком и куницей, зверем и деревом был даже. Тут Эмпидокл запнулся, замолчал, простоял безмолвно минуту и только после продолжил. Рифму дальше, конечно, не придумал, но это не отменяет того, что за все свои жизни я ни разу не видел, чтобы птица, как ты, Геродот, утверждаешь, парила на одном крыле. Ответ не заставил себя долго ждать. Мяу, 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 мяу. Обознался, понял Эмпидокл. Из важного, скоро ребятки поедут на классную экскурсию в Киото. По заявлению Коми, она даже была там еще в средней школе, что, скажу честно, ложь. На самом деле, тогда ее все одноклассники сторонились, за спиной смеялись, и вообще, когда на группы распределялись, тянули жребий на проигравшего, в чей отряд попадет горемычная. Но тогда она все это дело выслушал и предложил тупо пропустить поездку, а направиться куда-нибудь самим только вдвоем. Жаль, только быстро осознал, на что смахивает предложение и дал, то есть, обратный ход. Но ничего, не волнуйтесь, все равно в старшей школе все иначе, все хотят ехать с ГГшкой, и тут уже жребий будут тянуть на то, кому посчастливится удачно попасть в пати. И вот вы, возможно, спросите, кто же оказались теми счастливчиками, а я даже отвечу, я не знаю, кто это. Какие-то ноунеймы, и саму экскурсию проводила какая-то ноунейм. И ходили бедолаги вообще неизвестно по каким местам. А закончилось все вообще женской баней и мужской фотосессией, одним словом фан-сервис, ну в смысле такой чисто для знающего японского зрителя. Там же все посещенные ребятами исторические памятники это прямо настоящие реально существующие объекты. На что кому-то, наверное, было даже интересно посмотреть и отметить, если вдруг смотрящие бывали в тех местах. Вот. Но на следующий день походы с никем продолжились. Учитель вообще отпустила всех на свободную экскурсию. Благо пятиглазая Ката заранее подготовила план по тотальному отдыху. То есть, простите, фатального страдания бегам по всем возможным и невозможным местам. Посетить удалось вообще все, что только можно, и даже кое-что, чего было нельзя. Но ничего, местные актеры, внезапно появившиеся гейши, не удивились. Импровизации все законтрили, могли бы дальше проводить представление, но не, благо, откуда ни возьмись, выпрыгнула вторая ноунейм в маске Сасаки. Итого, день прошел успешно, с гигабутами фотографий и гуглплексами положительных воспоминаний. Вечером в номере все наконец выяснилось, прояснилось, расставилось на свои места. Сасаки профессионально выкручивает всякие приколы с йо-йо. А Ката такое дело восхитила, потому что сама она только стремится к большим достижениям в своем любимом настольном умозаключительном спорте. Не зря же у нее дед был мастером сёги. Жаль, пока ничего кроме кринжа и плана по увеселительным походам не выходит. Выходит, пора спать. Перед тем, конечно, обсудив все романтические и любовные интриги. Если коротко, Сасаки никого ненавидит. Ката, представляете, нравится Макото, а Коми, ну, вы знаете, тяготеет кому-то с именем на букву Х. Благо, на обратном пути в поезде как раз удачно удалось свести все любовные пары. Сёка заснула, подруги свои места покинули, Хита проверять, что и как с ГГшкой отправили, но вакантное место рядом со скалой, понятное дело, вынуждена досталась пятиглазой. И то все хорошо, что хорошо кончается, так что комментируйте классы, пишите репосты, ставьте анекдоты по... Простите. Вру, ничего не завершилось, впереди еще День Святого Валентина, соответствующая подготовка традиционных подарков
подарочных сладостей. Кошеварить будут все, как Эйда и Нене. Дома у последней вместе с ее младшими братьями и сестрами, да, пекли они вроде бы шоколадный брауни, но что вы знали, вообще неправильно. Как правильно, я сам не знаю, но главное, брауни не идут дрожжи, и подняться вырасти печка он не должен. Точка. Что до подарочного шоколада вообще все всем обменялись. И не только в реальности, но и в выдуманных мечтах. Те разве что кроме горемычного сладости от Коми он не получил. Хотя ждал хотя бы дружескую плитку. Не повезло. Хотя ладно, извините, снова вру. Вечером после встреч, прогулки, походов, прощания, возвращения и приветствий, Сёка таки да, взяла да вручила вообще самый лучший по ее заявлению шоколад. Спасибо! Не за что, приятного аппетита. А дальше, конечно, дико извиняюсь, тотальный скип, потому что из сюжета, представляете, пропала ГГшка, еще ключевые кадры и анимация. И авторы зачем-то стали рассказывать про трудности жизнедеятельности Акаку, которая вечно нервничает из-за запутанных наушников, что, конечно, может распутать и решить Коми. Еще про маме, которая всем вечно помогает, а сама никого ни о чем попросить не может, не хочет, в чем, конечно, с радостью поможет Коми с остальными. Еще про ту самую Ката, которая играет в сёги, решает задачки и иногда рассказывает о чудном спорте другим. Спойлер, зря, потому что кто бы мог подумать из-за банальнейшего спора о том, какие фигурки куда должны ходить, горемычные поссорились, обиделись, молчат. А вот как они помирились, это уже совсем другая история, которую никто, конечно, не расскажет. Тем временем время все шло, и вот уже скоро будет белый день, на который принято дарить девушкам ответные шоколаду подарки. Хита все думал, но так ничего дельного и не придумал, что даже пришлось обратиться за помощью к сестре. Но она сразу так и поняла. Та самая приходившая вечером тень таки вручила горемычному братцу любовный презент, на который нужно обязательно ответить. Перед тем, конечно, узнав об искренности и серьезности намерений Тадана. Все, что вы знали, точно не точно, но да. Правда, за день до даты X в пятницу 13 ГГ так ничего и не выдал, не сообразил в отличие от остальных. Потому осталось только лично посетить Коми в выходные. Дома ее, к сожалению, не оказалось, но ничего. Мать гостя готова впустить, за стол посадить и даже чай обещает. Принес его, правда, отец, сел и молчит. Зачем он это делает? А вот и Тадана и не знает, но некий дискомфорт чувствует. Благо вскоре Сёка пришла, отца прогнала, экстренную уборку провела, подарок приняла, за крем для рук спасибо, а за конфету тем более. Из финального категорически важного. Идут финальные дни учебы, ребятки веселятся как могут, кидают друг в друга ластики, радуются жизни и просто весело проводят время. А Коми, что там говорить, вечером у окна грустит, и нет, не одна. Вместе с Таданом вспоминает прошедший год, все хорошее, случившееся, друзей, радости, горести, лайки, анекдоты и прочие премудрости. И вот, понимаете, чисто по-человечески становится обидно, досадно, что год уже прошел, и в следующем все может перевернуться на 150 градусов и разбросать ребят по разным классам, что будет крайне неприятно и вообще нехорошо. Но не беспокойтесь, не будет. Конечно, спустя лето вся основа на своих местах, а Сёка так вообще начинает говорить еще больше, чаще и громче. За что с вас анекдот, класс, репост, аванпост, тост, подписка на телеграм и вступление в дискорд. Он теперь новый, модный, обновленный, живой, вообще 10 из 10, прямо как 2, 3, 5 сезон Коми. За главных героев автору спасибо. За Ямаи, который рассадник кринжа и скипнутых сцен антиреспект. Среди жанров, кстати, нет романтики. Пока.